Приветствую, друзья! Сегодня мы вновь окунемся в мир относительно дорогих внутриканальных наушников и рассмотрим новенькие 8-драйверные, полностью арматурные Orchestra Lite, а тоже довольно нашумевшего бренда Kiwi Ears. Выглядит модель просто потрясающе, тюнинг у нее на отлично, да и само звучание просто сказка. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в средней по габаритам коробки с изображением непосредственно самих героев обзора и перечнем их технических характеристик, где стоит отметить наличие аж 8 балансных арматур на каждое ухо с суммарным импедансом в 16 Ом и чувствительностью 112 дБ. У меня модель из первой партии, так что вместо плотного кейса из кожзаменителя я получил простенький матерчатый. В остальном все как на картинке. Инструкции, целых 3 набора силиконовых амбушюр. Насадки положили самые простые, так что очень рекомендую докинуть в корзину, например, KBR 07. Кстати, именно с ними я эти наушники и тестировал. Кабель же тут не хуже, чем у топовых Moonlight от компании Yanyin. Гибкий, витой, внушительно толстый, на вилочных коннекторах 0,78 мм с сопротивлением на каждый жил 0,14 Ома и штекером только на 3,5 мм. Сами чашечки полностью выполнены из какой-то прозрачной смолы, сквозь которую прекрасно видны 2 басовых излучателя Knowles 22955, 4 непонятных среднечастотника и 2 арматуры, отвечающие за верхние частоты с маркировкой Kiwi Ears. Естественно, для всего этого богатства требуется место, а значит, модель не сказать, что тонкая. Из любопытного, для каждого из видов излучателей здесь предусмотрен отдельный выход в звуководе, то есть частоты внутри корпуса не смешиваются. На внешней части ничего особо интересного нет. Лишь логотип производителя и окрас в синий или зеленоватый оттенок. У меня, как видите, последний. Сидят наушники отлично, пользоваться ими удобно, да и со звукоизоляцией здесь все в полном порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,5%, что довольно-таки неплохо. Фаза ведет себя относительно корректно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 80 и 98 миллисекунд с незначительными возмущениями в области 50 Гц. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 5 дБ с аккуратным таким заходом на середину, аналогичная амплитуда выделения области разборчивости, пик на 4,5 кГц для имитации ушной раковины и еще один на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее идет плавное такое ослабление, чтобы вам ничего не резало и не пилило. Шикарный, на мой взгляд, график с акцентами на всех ключевых точках, подчеркнутым басом и довольно комфортными верхами. Со сменой амбушюр, как видите, вообще ничего не меняется. В плане звучания же это просто шедевр, с тем самым приятным аналоговым смягчением, что мне так нравилось у Moonlight, но куда точнее и динамичнее на низких частотах и с намного меньшим подчеркиванием на верхах. Высокие частоты Kiwi Ears, на мой взгляд, прямо сильно уступают Yanyin. Там они собранные, протяженные, я бы даже сказал музыкальные. Здесь же их аккуратно, но заметно так отвели на второй план. Так что всякие щеточки, тарелочки и колокольчики, хотя и присутствуют в полной мере, но ощущаются от нас на некотором отдалении. Низкие же частоты более хлесткие и текстурные, однако если говорить о их глубине, то есть самых низких вибрациях динамику из Moonlight они вообще не конкуренты. Следовательно, здесь нужно понимать, что вы хотите, и сопоставлять это с возможностями излучателей. Выжать из арматуры динамический бас пока еще никому не удавалось. Да, уже близко, гораздо круче
по атакам и затуханиям, но не по эффектности. К средним же частотам придраться вообще невозможно, остается только чувство полнейшего восторга. Всего тут ровно как в аптеке, прекрасная четкость, которая идеально гармонирует с легкой аналоговой мягкостью, акустически правильный вес и шикарный переход из микро в макроконтраст. В зависимости от вашего желания можно сосредоточиться как на передаче разнообразных оттенков, так и на построении аудиального полотна в целом. Все четко, ровно, по всем параметрам сбалансировано и идеально в смысле мелодики, выразительности, а также передачи эмоционального подтекста. Погружение в звук тоже просто фантастическое. Причем здесь, в отличие от Moonlight, общий уровень наушников легко читается, и вау-эффект смогут поймать даже откровенные новички, не говоря уже о понимающих. То есть планка вхождения намного ниже, и это, на мой взгляд, превосходно. Чтобы не ошибиться, я, как обычно, обложился десятком различных наушников от самого бюджета и до уже наступающих героям обзора на пятки. В результате все, что по ценнику было дешевле, ровно так же дешевле и звучало. Причем цены я подводил уже потом и не сильно сосредотачивался, с какой именно моделью я сейчас сравниваю. То есть были некоторые элементы так называемого слепого тестирования. Ближе всего по характеру героям обзора оказались ТК-ЗК Ауранус, однако по уровню они прямо ощутимо ниже. То есть эдакий Orchestra Light на минималках. Не хватало той самой глубины, тембрального объема, точности в построении сцены и, что самое важное, отсутствовало ощущение реалистичности. Да, что-то давало более нейтральную, четкую картинку, но на фоне Kiwi Ears это казалось натянутым и фальшивым. Оркестра же буквально вставляешь в уши, и тело само просится в пляс, а душа наполняется восторгом. Но есть минус. Записанная на коленке музыка в раз выкупается, и слушать ее совершенно неинтересно. То есть нужно что-то качественное и желательно от талантливых коллективов, что вот прямо аж до мурашек. К источнику модель абсолютно не требовательна, если говорить о выходной мощности. Впрочем, я с одинаковым удовольствием слушал их как на стационарной связке из САПа SMSL DO300 с усилителем HO200, так и на бюджетном аудиоплеере Shanlink M0 Pro. Как говорится, завидная универсальность во всех смыслах. Да, на фоне Moonlight звук не так богат на высокие частоты, но и в этом есть свои плюсы. Звук намного комфортнее, певучее и, я бы даже сказал, масштабнее. Это реально хочется слушать, и никому не нужно объяснять, насколько этот звук крут. Это слышно и так невооруженным ухом. Есть и экспрессия, и драйв, и мелодика, и та самая скрупулезная точность в прорисовке текстур. От наушников реально невозможно оторваться, да и настройка, сами видели, сделана по всем канонам психоакустики. Докопаться тут можно лишь до общего, немного теплого характера звучания, но то вопрос вкуса. Если вы выступаете за мониторность, нейтральность, отстраненность или сухость в подаче, то лучше смотрите на что-то еще. Здесь вам захочется подпевать, радоваться или плакать, в зависимости от характера композиции. По мне, так превосходная модель. Итогом чисто арматурные 8-драйверные наушники Kiwi Ears Orchestra Light довольно удобно сидят, кабель в комплект положили хороший, на вид они эффектные, просто потрясающе настроены и звучат прямо под стать своей цене. Это действительно дорогой, качественный звук с четким и хлестким басом, достаточной глубиной, комфортными высокими частотами и абсолютно фееричной серединой. В такой звук буквально влюбляешься и полностью растворяешься в нем. Превосходная реалистичность, баланс микро и макроконтраста, точность построения виртуальной сцены, объем, мелодика, эмоции – все оно просто завораживает. По мне, так потрясающая модель, однозначно ее рекомендую. А на этом у меня все. Это были наушники Kiwi Ears Orchestra Light. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!